Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас процесс перенаращивания на верхние формы ноготков себе с нежным зимним дизайном, где разводы я делала с самыми обычными акварельными красками. Все тонкости и нюансы этого способа расскажу далее в видео. Итак, четко и информативно приступим. Это мои заношенные ноготки. Месяц назад я выкладывала видео, как делала их. Пришло время коррекции, и я не готова расставаться с нарощенными ноготками. Может быть, форма эта не самая удачная, но на сегодняшний день мне очень интересно освоить верхние формы. Поэтому предыдущие ноготки я безжалостно спиливаю, убираю старый материал. Твердосплавной фрезой на всех ноготках я сначала убрала длину, но спиливать эти толще, эти горы полигеля материала старого я сменила фрезу на керамическую, также усеченный закругленный конус с красно-синей насечкой и сняла весь оставшийся старый материал. Пилочкой 180 грит подпилила свободный край. После снятия, как видно, ноготки у меня в очень достойном еще состоянии. Аккуратно пушером приподняла, пододвинула кутикулу. Алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 25 тысячах оборотах прохожусь справа налево и выпиливаю птериги из-под кутикулы и пазух боковых валиков, вместе с тем зашлифовывая сами боковые валики. Затем переключила аппарат на реверс и повторила все те же самые движения, только в обратную сторону, слева направо. Затем кусачками для кутикулы срезала кутикулу. Стараюсь сделать это одним срезом, по необходимости дорабатываю. Тщательно обезжириваю ноготки, вытираю от пыли, подлазию ноготком и салфеткой смоченного обезжиривателя во все пазухи. Мой маникюр готов, и вот что с моими ноготками, моей ногтевой пластины после очередного снятия. По-моему, все очень достойно. Еще раз пододвину кутикулу. Для наращивания буду использовать верхние арочные формы. Они у меня с AliExpress, достаточно бюджетные, но достойного качества. И первым делом, что делаю, это примеряю каждому ноготку по размеру форму. Подбираю форму по размеру. Форма не должна быть впритык, она должна быть немножко великовата, примерно где-то по полмиллиметра с каждой стороны. И таким образом я подобрала форму под каждый ноготок. И не забываю отмечать примерно до какой длины мне нужно ногтевое ложе и сама длина свободного края. Ноготки обезжирила, промазала бескислотным праймером, или он же ультра-бонд. Втирающими движениями нанесла базовый гель. Базовый гель просушила 30 секунд. И для работы с полигелем мне понадобится средство, жидкость для работы с полигелем. Небольшое ее количество наливаю в стаканчик для мономера. Кисть для работы с акрилом или полигелем. Очень удобно обмакивать в этом стаканчике и излишки жидкости обтирать об стенки. Так полигель всегда остается очень податливый и не прилипает к кисти. Камуфляжный полигель я выбрала молочно-розового оттенка. Честно, из тюбика мне удобнее работать, то что выдавил сразу форму и готово. Здесь мне приходится шпателем набирать, и горошину полигеля я поставила в форму. Далее смоченной кистью распределяю ее по форме. Этот дизайн очень простой, так как он хаотичный. Мы сводим на нет этот шарик. Нам не нужно ровное ногтевое ложе. Такой легкий градиент из любимого камуфляжного полигеля. Фиксирую 10 секунд в лампе. Далее буду использовать прозрачный полигель от Bon Priti, и он, кстати, прозрачнее многих своих конкурентов по ценовой политике. Выдавила горошину полигеля в форму и на нее наставила белые хлопья и хлопья, похожие на втирку единорог, совсем чуть-чуть. Далее смачиваю кисть и все как обычно, разглаживаю весь этот полигель, приминаю, разравниваю и приминаю так, чтобы стеночки сразу были чуть меньше миллиметра. Фиксирую в лампе. Доставляю чуть меньше горошины камуфлирующего полигеля. В зоне ногтевого ложа разравниваю. И именно на эту каплю и буду крепить к ноготку. Вот такой он уже красивенький, гладенький внутри. Если изначально правильно выложить материал, то практически пилить нигде не придется. Но так как я не инструктор и не учитель, я сама только еще пробую и осваиваю верхние формы. Я приставила, в принципе, более-менее хорошо у меня все получилось. С боков у меня нигде ничего не выглядывает.
Под ногтем мне даже не пришлось разглаживать ничего, выглаживать кистью. Все именно так, как я представила форму. Просушила 1 минуту и отщелкиваю форму, мой ноготок готов. Конечно, останется еще подпилить и маленькую хитрость, так как я ноготки все-таки чуть-чуть наклоняла вниз, чтобы они не были вздернутыми, потому что в прошлой носке меня это напрягало. Вот такие вот бультерьерчики у меня получились в этот раз. Кроме безымянного и среднего, снизу мне даже не придется подпиливать. Обезжириваю все ноготки изнутри вот эту ступеньку и твердосплавной фрезой с красной насечкой. Не знаю, как она называется. В описании под видео просто укажу магазин, где я покупала, и вот этот номерочек, который был на упаковке этой фрезы. Спиливаю ступеньку бортику боковых валиков и у кутикулы. Кстати, вместо базового геля мне очень понравилась вот эта вот база каучуковая. Наставляю пару капель на палитру и 1,5-2 горошины камуфлирующего полигеля. Смешиваю эту базу, хорошенько растираю на палитре с полигелем, замешиваю такую кашицу. Бескислотным праймером прохожусь натуральный ноготок и вот эту базу с полигелем. Полигель получается более жидкий, так как размешан с базой, а база плюс еще имеет хорошую сцепку. Прокрашиваю и растушевываю вот этот вот переход, ступенечку от натурального ногтя к выложенному полигелю с формы. Просушиваю окончательно в лампе, вытираю липкий слой. Пилочкой 100-180 грит прохожусь по свободному краю, выравниваю. И немножечко сверху убрать какие-то микронеровности от того момента, когда я сравнивала переход базы с полигелем. Изнутри ноготки перекрою глянцевым топом. Перекрываю все ноготки матовым топом, просушиваю его половину времени, 30 секунд. И далее я взяла самые простые акварельные краски. В стаканчик для мономера налила обычной проточной воды, взяла кисть 3 рублев. На мой взгляд, акварельными красками получились самые красивые и нежнейшие вот эти белые разводы. Наиболее простой и наиболее красивый вариант получается. Но есть маленький нюанс, дальше о нем расскажу. Кстати, перед тем, как рисовать на матовом топе, достаточно просушить его буквально 15 секунд. Итак, как же я сделала эти разводы? На кисть я набрала смачно воды, наставила ее на крышку этих красок, затем набрала белой краски и то есть развела белую краску с водой. Далее я уже регулирую, насколько плотные мне нужны разводы. Дрожащей рукой провожу по ноготку, затем чуть-чуть жду, что они начинают подсыхать, вытираю кисть об бумажную салфетку и сухой кистью как бы собираю лишнюю воду из этих разводов. Получаются вот такие очень невесомые очертания. Далее под слайдер перекрываю весь ноготок тонким слоем базы и сушу ее только 5 секунд. Фишка акварельных красок в том, чтобы они хорошо носились, очень хорошо нужно запечатать и перекрыть. После того, как я сделала данный маникюр и пошла купаться, отмокать, вдруг топ у меня стал отшелушиваться вместе с этой краской. И только на тех ногтях, где у меня были слайдеры, он остался на месте. То есть на тех ноготках, где эти краски полностью были перекрыты базой, матовый топ не вздыбился. Итак, пока я здесь рассказывала, на видео я использовала слайдер. Ссылочку на данный слайдер оставлю в описании под видео. Под слайдер я промазала базой для гель-лака тонко, просушила ее 5 секунд и затем на недосушенную базу выложила размоченный слайдер. В данный момент для хорошей носки слайдера я промазала базой для гель-лака, кистью сняла излишки с выпуклых мест слайдера, чтобы он не потерял фактурность, зафиксировала в лампе и затем весь ноготок перекрыла матовым топом. Матовый топ просушила и получился вот такой вот у меня зимний морозный ноготок. Точно так же все оставшиеся ноготки я перекрыла матовым топом, просушила его несколько секунд и затем поверх матового топа прорисовала акварельными красками разводы. А если интересны фишечки хрустального окошка на среднем и безымянном ноготках, то став спонсором канала, для тебя будет доступна более полная версия с этими секретиками. Кнопка спонсорства под видео и ссылка в описании под ним. Ну что скажете? Как вам мое наращивание, форма и дизайн? Что вам понравилось больше или меньше? Мне всегда очень интересно ваше мнение, и я стараюсь отвечать по максимуму на все комментарии, а также обращаю внимание на ваши пожелания и просьбы. Я безумно хотела вот такой вот морозный, какой-то зимний, похожий очень на замерзший лед, лужицы, снег. Не знаю, получились в этот раз у меня, возможно, какие-то бультерьерчики немножко. Жду ваших комментариев. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить действительно интересные идеи. И до новых видео!